Сегодня мы с вами обсудим, что же представляют из себя самадхи, их история, их предназначение, а также их различные формы и исторические и архитектурные стили. Now, one interesting fact is that the samadhis that we construct for our acharyas and saints are not common in other Vaishnava sampradayas, such as the Radha-Vallabha, Pushtimarg, and Nirmbarka sampradayas. Интересно отметить, что подобные самадхи, такие как мы строим в память наших великих ачарьев и святых, не распространены в других вайшнавских сампрадаях, таких как Радha-Валабха, Пуштимарг и Нимбарка сампрадай. The tradition of placing acharyas and other great devotees in samadhis is seen and celebrated mainly in our Gaudiya Vaishnava sampradaya. Подобная традиция помещения великих святых и великих преданных и празднование их жития путем воздвижения подобных самадхи в основном встречается в нашей Гаудия сампрадае. Now, the principal reason for this is that Lord Chaitanya Mahaprabhu himself placed Namacharya Srila Haridas Thakur in samadhi along the seashore in Jagannath Puri 500 years ago. Основополагающей причиной подобной традиции является то, что сам Господь Чайтанья Махапрабху в свое время поместил тело Намачарьи Шрилы Харидас Thakura в самадхи на берегу океана Джаганнатха-Пури 500 лет назад. From that day, official permission for giving samadhi to the Vaishnava acharyas was granted by Mahaprabhu himself. Начиная с этого дня, подобным своим поступкам, Господь Чайтанья Махапрабху как бы даровал разрешение на воздвижение самадхи в честь вайшнава ачарьев. In time it became popular to say that, quote, samadhis are more than the temples built by Gaudiya Vaishnavas. Со временем стало популярным утверждение о том, что самадхи это более чем храмы, более значительно, чем храмы Гаудия Вайшнавов. Now the reason behind this statement was to give respect to the exalted Vaishnavas in their samadhis, by whose mercy we become attached and develop our love for Radha and Krishna and their temples. И причиной подобного утверждения служит то, что мы стараемся отдать большую дань почтения этим возвышенным вайшнавам путем воздвижения их самадхи за ту милость, которую они дали нам в развитии нашей любви к Радхе и Кришне в их храмах. The tradition was, and to a certain extent still is, for one to offer respects to an acharya at his samadhi and then go to see the temple and deity that he established. Была традиция, и она в определенной степени продолжается и сегодня, заключающаяся в том, что до того, как посетить храм основного божества, мы посещаем самадхи ачарьи и таким образом выражаем свое почтение и благоговение. For example, previously one would go to Rupa Goswami's samadhi first and then go to Jaipur to have darshan of Govindaji. То есть это самадхи ачарьи, который воздвиг данный храм. Таким образом, например, прежде существовала традиция посетить самадхи Рупы Госвами и после этого направиться в Джайпур для того, чтобы получить даршан Говиндаджи. Similarly, one would take darshan of Srila Jiva Goswami's samadhi and then offer respects to Radha Damodar. Подобным же образом сначала мы получали даршан самадхи Джива Госвами и только затем направлялись в соответствующий храм Радха Дамодары. So first the devotee and then the Lord. Итак, сначала преданный, а потом Господь. In the Adi Purana there's the following statement by Lord Krishna to Arjuna. В Ади Пуране Господь Кришна говорит, обращаясь к Арджуне: Yeme bhakta jana partha name bhaktas chate jana mad bhaktanam chaye bhaktas teme bhakta tama mataha. My dear Partha, one who claims to be my devotee is not so. Only a person who claims to be the devotee of my devotee is actually my devotee. О мой дорогой Партха, тот, кто заявляет, что он мой преданный, не является таковым. Только тот, кто говорит о себе как о слуге моего преданного или преданного моего преданного, является таковым. So that tradition is there in our sampradaya. Итак, мы следуем этой традиции в нашей сампрадае. Because if one goes directly to see the Lord may or may not recognize the devotee because his sadhan and devotion may not be great enough to really attract Krishna's attention.
Поскольку если преданный попытается предстать перед Господом непосредственно, Господь может признать или не признать его, поскольку может быть удовлетворен или не удовлетворен уровень его садханы или преданности. But if we go first to that personality who, you could say, installed the deity or manifested the deity, that personality, the Acharya, may kindly recommend us to the Lord, and then the Lord, the deity, will accept us. Однако, если мы вначале направимся к личности, которая установила данное божество, которая рекомендует нас очень милостиво Господу, тогда Господь в форме божества примет нас. That is a basic principle in Gaudiya Vaishnavism. Таков основополагающий принцип гаудия вайшнавизма. Шрила Prabhupada once said of Krishna's favorite devotee, Srimati Radharani, actually in a lecture on September 5th, 1973. Говоря о возлюбленной преданной Господа Кришне, Шримати Радхарани, в лекции от 5 сентября 1973 года Шрила Прабхупада сказал: He said, anyone who comes before Radharani to serve Krishna, she becomes so pleased. Oh, here is a devotee of Krishna. She immediately recommends, Krishna, oh, here is a devotee. He is better than me. Он говорит, что если кто-то предстоит перед Радхарани с целью служить Кришне, она очень довольна этим и говорит: вот преданные Кришны. Она немедленно рекомендует такого преданного Кришне, говоря: Кришна, посмотри, это твой преданный, он лучше, чем я. So actually, we owe everything to our acharyas who, as Sri Radha's representatives, recommend us to Krishna. Таким образом, мы обязаны буквально всем нашим ачарьям, которые в качестве представителей Шри Радхи рекомендуют нас Кришне. This is particularly applicable to members of the International Society for Krishna Consciousness who are completely dependent on our founder Acharya to deliver us to the lotus feet of Radha and Krishna. Это в особенности приложимо к членам Международного общества знания Кришны, которые полностью зависимы от нашего ачарья-основателя Шрилы Прабхупады в том, чтобы достичь лотосных стоп Радхи и Кришны. The Vaishnava poet Kishori Sharan, one of my favorite, he writes very lovingly about our acharyas who underwent great austerities on our behalf in Shri Vrindavan Dham to give us Krishna consciousness. Один из моих любимых вайшнавских поэтов Кишори Шаран с любовью пишет о наших ачарьях, которые претерпели великие аскезы и подвиги для нас самих, и делали это в Шри Вриндаван Дхаме, чтобы дать нам сознание Кришны. He wrote, Dear devotees, behold the beauty of the dust of Vrindavan, which hides the footprints of the barefoot walking acharyas. Он пишет здесь: дорогие преданные, полюбуйтесь пылью Вриндавана, которая содержит отпечатки стоп наших ачарьев, ступающих босиком. Behold the vines and groves of Vrindavan, where the Goswamis rested for a few minutes and chanted the names of Krishna when feeling tired. Это находится среди лиан и зарослей Вриндавана, где Госвами останавливались на несколько минут и воспевали имена Кришны, когда были уставшими. Look at Sri Jamuna, where countless times our Goswamis took holy baths. Полюбуйтесь на Шри Ямуну, в которой наши Госвами принимали священное омовение бесчисленное количество раз. O brother, the fortunate sun's rays touched the lotus feet of these acharyas, which had swelled from circumambulating Giriraj Govardhan. О брат мой, удачливые лучи солнца касались лотосных стоп этих ачарьев, которые припухли от обхождения обхода вокруг Гирираджа Govardhana. Poor Kishori Sharan now sees Vrindavan, which was once Vihara Stali, a place of playful pastimes, as Tapa Stali, a place of penance due to the austerities of these acharyas. Бедная Кишори Шаран теперь видит Вриндаван, который когда-то был Вихара Стали, местом различных развлечений и игр Господа, и превратился теперь в Стапа Стали, или местом аскез из-за аскез, совершаемых ачарьями. Actually, we owe so much to all the acharyas in our line. Мы должны понять, насколько мы обязаны ачарьям нашей преемственности. So when in Vrindavan, or even in our minds, you could say, let us visit the samadhis of our acharyas and other great souls to show our gratitude and then visit their panadans, the lords of their hearts, the deities.
Таким образом, находясь во Вриндаване или даже просто в уме своем, давайте посещать самадхи наших ачарьев или других великих душ, показывая таким образом нашу признательность им, и затем посещать уже их пранадхан или Господа их сердец. The deities are the pranadhans, the lords of the hearts of these acharyas. Божества пранадхан или божества, которым эти ачарьи посвящали свою жизнь. There's that popular bhajan in Vrindavan. Во Вриндаване существует популярный баджан. Jaya Radha Govinda Radhe Rupa Goswami Prandana Jaya Radha Govinda Radhe. That Radha and Govinda are the Prandhanas, the lords of Rupa Goswami's life. В этом баджане поется о том, что Радха Говинда является пранадхан или Господом, которому посвящал свою жизнь Рупа Госвами. So, as for myself, after a year of preaching in the West, whenever I come to Vrindavan, I first visit Srila Prabhupada's Samadhi to give him a report of my services throughout the year. Что касается меня лично, то после целого года проповеди на Западе, оказываюсь в Вриндаване, я вначале иду к Самадхи Шрилы Прабхупады для того, чтобы отчитаться перед ним за совершенное мною в течение года служение. And only then I take his permission to have darshan of Gaurnitai, Krishna Balaram and Radhashama Sundar in our Krishna Balaram Mandir. И только потом, получив его разрешение, я получаю даршан Гаурнитая, Кришна Баларама и Радхи Шамасундры в храме. Now, when visiting samadhis in Vrindavan, we find that some are 500 years old, others are 200, 300, or 400 years old, while others were established in recent decades. Посещая самадхи во Вриндаване, можно обратить внимание на то, что некоторые из них имеют возраст 500 лет, другие 200, 300 или 400 лет, а в то время как некоторые из них установлены несколько десятков лет назад. Now, during these different periods, there was a constant change in the samadhi styles and shapes. И на протяжении всего этого исторического периода происходили значительные изменения в формах самадхи, их архитектурных стилей. For example, 500 years ago, the samadhis of Rupa Goswami, Jiva Goswami, and Raghunath Das Goswami, they were originally very simple. Basically, a small platform over which they were interred in the ground. К примеру, 500 лет назад воздвинутые самадхи Рупа Госвами, Джива Госвами и Рагуната Даса Госвами представляли из себя очень простое строение, практически небольшое возвышение, под которым они были захоронены. That's all the samadhi was. You just see a little plaque of marble there. Просто небольшая плита из мрамора. Now, one might question why such a simple dais, a simple platform, was made for such big acharyas in our tradition. Конечно же, можно задаться вопросом о том, почему в память о таком великом ачарье, вайшнаве, была воздвинута всего лишь невысокая платформа. The answer is because in those days there was a constant threat of attacks by Moguls and other invaders. Ответ заключается в том, что в те времена существовала постоянная угроза атаки со стороны моголов и других вторгавшихся сил. If the devotees of those times were to make, a big, beautiful structure, then surely the invaders would break it. In the same way they damaged many temples in Vrindavan and elsewhere. Если бы преданные воздвигли большие красивые строения в то время, то, безусловно, подобные вторгавшиеся разбойники могли их разрушить, подобно тому, как они разрушали другие храмы во Вриндаване и других местах. Therefore, to distract or avoid an attack on the Acharya Samadhis, only a small raised platform was used. Поэтому для того, чтобы отвлечь внимание этих нападавших или избежать подобных атак, самадхи ачарьев представляли из себя всего лишь небольшие возвышения. Other additions to the samadhis were made later, but these small little platforms can still be seen inside the, you could say, the expanded samadhis today. Позже на основе этих самадхи были возведены дополнительные строения, но и на сегодняшний день можно увидеть эти небольшие платформы или возвышения из мрамора, которые находятся внутри этих строений.
In the same light, near the Madan Mohan temple in Vrindavan, is the sacred samadhi of Srila Sanatana Goswami. Таким же можно упомянуть священная самадхи Шрилы Санатана Госвами, которая находится недалеко от храма Мадана Мохана во Вриндаване. From a distance, the shape of that samadhi is like a small pillar with a conical, like a little umbrella decoration on top. При взгляде издалека форма этого самадхи напоминает небольшую колонну с коническим возвышением на вершине. It was made in such a way so that invaders would think it's something insignificant. Оно было устроено таким образом для того, чтобы нападавшие подумали, что это нечто незначительное. But for the Vaishnavas, that samadhi of Srila Sanatana Goswami, it's a most sacred place where you could say their hearts resonate in love and devotion for Sanatana Goswami. Но для вайшнавов это самадхи Санатана Госвами является наиболее священным местом, где их сердца бьются в резонанс с его любовью и преданностью. For me, it's one of my favorite places in Vrindavan. Что касается меня лично, это одно из моих любимых мест во Вриндаване. Now, sometime after the departure of the six Goswamis, the tradition of making more elaborate structures began by utilizing the style of a marble umbrella-like dome, as we see them today, with four beautiful carved pillars holding it up. А некоторое время спустя, после ухода шести Госвами, возникла традиция воздвижения более изощренных строений с использованием формы купола, поддерживаемой четырьмя резными мраморными колоннами. This addition, or these additions, came from the Rajput kings in Rajasthan, who developed this style when building memorials. Эта традиция возникла из традиции раджпутов или царей Раджастана, которые выработали этот стиль для воздвижения различных мемориалов. Therefore, today we see many samadhis in Vrindavan that look like the small shrines one sees in Jaipur. Таким образом, посещая сегодня Вриндаван, мы можем обратить внимание на самадхи, которые выглядят как небольшие храмы, подобные храмам Джайпура. A wonderful example of such detailed Rajasthani architecture is the samadhi of Vishwanath Chakravarti Thakur, which is situated in the area of the Radhagokulananda temple. Прекрасным образцом подобной раджастанской архитектуры является самадхи Вишванатха Чакраварти Такура, которая находится недалеко от храма Радхи Гокулананды. But Rajasthani architecture wasn't the only architecture that influenced embellishing the simplicity of the original samadhis. Но нужно упомянуть, что архитектура Раджастана была не единственным стилем, который повлиял на развитие стиля самадхи во Вриндаване, в тенденции его улучшения в сторону от простых строений оригинальных самадхи. The samadhi of Gopalpata Goswami is also in Rajasthani architecture. К стилю раджастанской архитектуры относится также и самадхи Гопала Бхатты Госвами. But the samadhi of Rupa Goswami is in typical Bengali architecture. Но при этом самадхи Рупы Госвами воздвигнута в типичном бенгальском архитектурном стиле. The samadhi of Madhu Pandit is in the Arisan architecture style. Самадхи Мадху Пандит относится к стилю архитектуры Орисы. The samadhi of Raghunath Das Goswami is in the style of Bengal Assam architecture. Самадхи Рагунаты Дас Госвами воздвигнута в смешанном стиле архитектуры Бенгалии и Ассама. The samadhi of Gopal Guru near the Jamuna is in the style of Madhya Pradesh mixed with Rajasthani architecture. Самадхи Гопала Гуру недалеко от Ямуны построена в смешанном стиле архитектуры Мадхья-Прадеша и Раджастана. And the samadhi of Narahari Chakravarti near Radhakund is in the style actually of Mughal architecture. А что касается самадхи Нарахари Чакраварти, находящегося недалеко от Радхакунды, оно построено в типичном стиле могольской архитектуры. Now, unfortunately, in Vrindavan there are a number of incidents in which the land where samadhis of great souls were situated was eventually sold, and the samadhis themselves were
demolished and covered over with buildings. К большому сожалению, я должен упомянуть здесь, что во Вриндаване неоднократно происходили случаи, когда земля, на которой находились самадхи, великих душ, в конечном итоге была продана, и эти самадхи, эти строения были разрушены, и на их месте воздвигнуты другие здания. You know, there's many places where there were samadhis of great souls, and the land was sold to some developer. They built a factory over it. They built apartment buildings over that. Эта земля, на которой находились самадхи, великих душ, была продана, и строительные компании воздвигли на ней различные предприятия или жилые здания и так далее. And the divine forms of those acharyas remain under the ground there. It's very sad. И божественные формы этих великих ачарьев находятся там, под землей. Now, throughout history and even at present, ladies are not allowed to physically touch samadhis. However, it's accepted that they can cover their hands with their saris or dupatas and then reverentially touch the samadhis. Исторически сложилось так, это нужно упомянуть, что женщинам не было дозволено физически прикасаться к самадхи, однако, покрыв свою руку тканью своего сари или дупаты, они могли почтительно прикоснуться к самадхи. This is because it's considered that the acharya is still present in the samadhi, and ladies should not directly touch the renunciates or acharyas directly. Это возникло из того понимания, что ачарьи все еще присутствуют в своих самадхи, и женщинам не дозволено непосредственно прикасаться к отреченным личностям или ачарьям. Now, in the samadhis of the acharyas, mostly renounced sadhus perform the required services. В этих самадхи, этих ачарьев, в основном известные садху исполняют различные виды служения. The tradition in Vrindavan is that the Goswamis and their families serve the deities in the temples, while sadhus serve the acharyas in their samadhis. Согласно сложившейся во Вриндаване традиции, Госвами и их семьи поклоняются божествам в храмах, в то время как садху служат ачарьям в их самадхи. Actually, such sadhus do many services while taking care of the acharya's samadhi, not just the samadhi, but performing worship of that acharya. Нужно признать, что эти садху совершают большое служение различным ачарьям, не просто в самадхи, они совершают поклонение этим ачарьям. In the early morning, they begin by placing a walking stick next to that small dais or platform under which the acharya is interred. Утренняя церемония заключается в том, что они помещают трость для ходьбы рядом с небольшим возвышением или платформой, под которой захоронен ачарья. Then they place a water pot made from clay called koro before the platform. Затем перед платформой этой они помещают небольшой горшок, сосуд для воды, сделанный из глины, называющийся карва. And then they place a big bowl made out of bell metal for offering prasadam before the platform. И затем они размещают большой сосуд, большую тарелку из бронзы для того, чтобы предложить ачарье прасад. Then a handkerchief or a towel, and then two bolster cushions known as masnad for the support of one's back while chanting japa. Также они подносят ачарьи носовой платок или полотенце, а также две большие подушки или подлокотника, которые известны под названием маснат, для того, чтобы он мог опираться своей спиной во время повторения джапы. I was reading to have a bolster behind the back during japa and meditation is considered a spiritual luxury for the acharyas. Как я читал, такая возможность опираться на подушку, подлокотник спиной во время повторения джапы считалась одним из видов духовной роскоши для ачарьев. Then a flower garland, beads to chant japa, and a hand fan are placed on top of the small platform. На эту же платформу дополнительно помещались цветочные гирлянды, четки, а также веер. Now, all these items I've mentioned are actually considered as essentials for any samadhi. Все эти упомянутые предметы были очень важными и необходимыми предметами в самадхи. And in some samadhis, there's also a tradition of placing a hand-painted picture of the acharya who's interred in the samadhi. В некоторых самадхи развилась традиция размещать вручную написанное изображение данного ачарьи, который помещен в этом самадхи.
A cloth is used as a border around the frame, and the painting's decorated with sandalwood paste, with chandan dots on the glass covering around the head of the Acharya. Рамка этой картины украшена тканью, а также на стекло, покрывающее данное изображение, носятся точки из чандана. In olden days, marble footprints of the Acharya were made and placed in front of the small platform inside. Точки из чандана на уровне головы Ачарьи. В старые времена на месте Самадхи Ачарьи также размещались мраморные изображения его отпечатков стоп. And those marble footprints were actually the main object of worship for those who came to pay respects to the Acharyas. They would worship those marble footprints. И именно эти мраморные отпечатки его стоп были главным объектом поклонения для тех, кто пришел отдать честь, почтение, дань почтения этому Ачарье. It's also interesting that in some samadhis, the Acharya's beads are displayed, but covered in a stitched cloth. Looks like a garland of cloth around the mala. Интересно отметить, что в некоторых самадхи Ачарьев также размещались их четки, покрытые вышитой тканью. Все это в целом было похоже на гирлянду. Because the tradition is that after the disappearance of an Acharya, his mala should not be displayed openly. Поскольку, согласно традиции, после ухода Ачарьи, его мала, его четки личные не должны были быть доступны всеобщему обзору. We are fortunate, however, because a beautiful pair of Srila Prabhupada's japa beads can be seen in the small museum of his paraphernalia, like showcased in his quarters in the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. Нам же с вами, нужно признать, очень повезло, потому что две пары личных четок Шрилы Прабхупады помещены в небольшом музее его принадлежностей, в специальной витрине этого музея в храме Кришны Баларама в Вриндаване. Now another tradition in the samadhis of our Gaudiya Vaishnava acharyas is that at the base of the samadhi one can see a Gaudiya Vaishnava tilak mark, as well as the names Nitai Gaur written in Bengali. Еще одной специфической традицией нашей Гаудия Вайшнава сампрадая является то, что в основании самадхи определенного ачарьи можно увидеть знак тилаки, а также имена Нитай Гор, написанные на бенгале. Or sometimes the names Radha and Krishna are also written. Иногда там можно увидеть также имена Радха Кришна. So we can see that such samadhis are a very important part of the past and present of Vrindavan. Таким образом, мы можем увидеть, что подобные самадхи являются неотъемлемой, очень важной частью истории Вриндавана. And as we mentioned several times, we should visit them and pray for mercy. Как я уже говорил несколько раз, мы должны обязательно посещать их и молиться, обращаясь к ачарьям о их милости. Mercy to join all these acharyas, these great souls, back home in the spiritual sky in Goloka Vrindavan. А дарование нам милости присоединиться к этим великим душам дома, там, в духовном небе. Actually, everything we do in Krishna consciousness is for that purpose. В действительности, все, что мы делаем в сознании Кришны, предназначено для этого. Back home, back to Godhead. Вернуться домой назад к Богу. Which means Goloka Vrindavan. Что означает на Галоку Вриндавана. And by Lord Brahma's grace, we have detailed information of that topmost planet in the spiritual sky, Goloka Vrindavan. И по милости Господа Брахмы у нас есть очень детальное описание этого духовного неба, Галоки Вриндавана. So today I'd like to close with Lord Brahma's words in this regard from the Brahma Samhita, which should make our hearts flutter and increase our lolium, our greed for going home. Упомянув об этих стихах Господа Брахмы, я хотел бы подвести итог нашей сегодняшней лекции его стихами из Брахма Самхиты, которые должны заставить наши сердца затрепетать от экстаза в предвкушении нашего лаульям, нашей жадности и желания вернуться домой назад к Богу. This transcendental land of Vrindavan is populated by goddesses of fortune who manifest as milkmaids and love Krishna above everything. Здесь говорится, что эта трансцендентная земля Вриндавана населена богинями удачи, которые выступают в качестве девушек-пастушек и больше всего любят Кришну. The trees there fulfill all desires, and the waters of immortality flow through land made of philosopher's stone. Деревья здесь исполняют любые желания, а также воды бессмертия протекают по земле, созданной из философского камня.
Here all speech is song, all walking is dancing, and the flute is the constant companion. Здесь каждое слово – это песня, каждый шаг – это танец, а также флейта является постоянным спутником Господа. Cows flood the land with abundant milk, and everything is self-luminous, like the sun. Коровы затопляют эту воду молоком, а все вокруг светится, подобно солнцу, само собой. Since every moment in Vrindavan is spent in loving service to Krishna, there is no past, present, or future. И поскольку каждое мгновение во Вриндаване проведено в любовном служении Кришне, здесь отсутствует прошлое, настоящее или будущее. So I thank all of you very much for attending these lectures. Еще раз благодарю вас всех за то, что вы приняли участие в этих лекциях, Explaining more about the importance of these illustrious samadhis. в которых мы объяснили еще больше, более подробно важность этих прекрасных самадхи. And in your next trip to Vrindavan, you'll visit these samadhis, particularly the samadhi of our beloved Šrila Prabhupada. И я прошу вас всех во время следующей вашей поездки во Вриндаван посетить все эти замечательные самадхи, в особенности самадхи нашего возлюбленного Шрилы Прабхупады. But there's also a very famous place in Vrindavan. It's called well, I forget what the term actually is, but there's 64 samadhis in this place with many great acharyas interred there. Существует во Вриндаване также особое место, я не помню точно его местное название, но суть в том, что здесь находится 64 самадхи важнейших ачарьев и вайшнавов. It's a very mystical experience to go there and pray to these samadhis and to have kirtan there and discussions. Посещение подобных мест, проведение там киртанов и обсуждений является очень возвышенным трансцендентным опытом.